Здравствуйте! Давайте рассмотрим такой продукт, как глютен. Многие диетологи, нутрициологи в один голос говорят о том, что это очень вредный продукт и всем нужно исключить из своего рациона питания. Якобы глютен вызывает различные негативные реакции в нашем организме, воспалительные процессы, чуть ли не яд. Для начала рассмотрим, что такое глютен. Глютен – это белок, который находится в составе таких злаковых продуктов, как рожь, ячмень, пшеница и так далее. Правда ли, что глютен опасен для нашего здоровья? Опасен он только в двух случаях. Первый – это при врожденной непереносимости глютена, целиакия, и второй – это при гиперчувствительности к этому продукту. Давайте рассмотрим первый тип – целиакия. При переваривании глютена у этих людей возникают иммунные реакции. Вырабатываются антитела, Т-лимфоциты, которые повреждают стенки кишечника. Прежде всего имеется в виду двенадцатиперстного кишечника и начального отдела тонкого кишечника, так как в этих отделах происходит всасывание глютена. Повреждение стенок кишечника приводит к потере ворсинок кишечника. Ворсинки кишечника – это выпуклости в кишечнике, которые образуют площадь всасывания кишечника. Чем больше ворсинок, тем больше площадь всасывания. Чем меньше ворсинок, тем меньше площадь всасывания. И поэтому у людей с целиакией плохо всасываются витамины, необходимые для организма минеральные вещества и вообще продукты питания. У них в кишечнике плохо все всасывается. У них возникают воспалительные процессы, диспептические нарушения, вздутие, газы, нарушение стула и так далее. Вторая форма непереносимости глютена – это приобретенная. Это гиперчувствительность к глютену. С точки зрения тибетской медицины, гиперчувствительность к глютену возникает только у тех людей, у кого истощается пищеварительный огонь и накапливается слизь в желудочно-кишечном тракте. Особенно в тех отделах кишечника, о которых я уже сказал, двенадцатиперстный кишечник и тонкие отделы кишечника. И также происходят все процессы только без воспалений. Плохо всасываются нужные элементы, витамины и так далее. Человек не может поправиться, худеет и так далее. Людям с целиакией нужно полностью отказаться от продуктов, содержащих глютен. Им нужно перейти на безглютеновую диету. А вот тем, кто имеет приобретенную непереносимость глютена, им нужно во время лечения отказаться от глютена, вылечить проблемы желудочно-кишечного тракта, очистить эти органы пищеварения от слизи, и снова можно начать употреблять продукты, содержащие глютен, и все будет хорошо. И глютен, как белок, он не отличается от других белков ничем. Почему так критикуют глютен? Я хочу сказать, что сейчас в современном мире люди очень много употребляют злаковые продукты, продукты, содержащие глютен. Вы вот рассмотрите, каждый из вас свой рацион питания. Утром, в обед и вечером у вас всегда глютен на столе, в рационе. На самом деле глютен вреден только в двух случаях, о которых я рассказал. Скорее всего, вы бы сейчас спросили у меня, а как узнать о чувствительности к глютену? Нужно сдать анализы на антитела, иммуноглобулин А и иммуноглобулин G. Лучше сдать оба этих иммуноглобулина, потому что не всегда иммуноглобулин А показывает о наличии непереносимости глютена, целиакии. Если вы по какой-то причине решили отказаться от глютена, то имейте в виду, что вы должны отказаться от множества продуктов. Но я вам рекомендую отказаться для начала от чипсов, колбас, полуфабрикатов, выпечек разных сладких, но хлебушек оставьте в покое.